Говорят, черника– королева антиоксидантов. Но если бы ягоды устроили Олимпиаду по пользе, победила бы совсем не она. Есть ягода, которая почти не появляется на прилавках, редко становится героиней научных обзоров, а когда ее все-таки изучают, она стабильно оказывается впереди. Это, барабанная дробь, жимолость. Красивая, кисло-сладкая, самая ранняя ягода в саду, при этом одна из самых мощных по биологической активности. У нее витамина С в отдельных сортах в 6 раз больше, чем в апельсине, и больше, чем у большинства ягод, которые считаются витаминными чемпионами. Сахара в ней в 3-5 раз меньше, чем в чернике или малине. А самый поразительный факт – ее антиоксидантная активность в тесте ФРАП в несколько раз превосходит клубнику, ежевику, малину, клюкву и даже чернику. Это редкая ягода, которая обходит топовых конкурентов не по одному показателю, а сразу по нескольким. И вот что интересно. Такая мощная антиоксидантная активность – это не просто красивая цифра. Она означает, что жимолость способна реально снижать уровень окислительного стресса, процесса, который связан со старением тканей, снижением упругости кожи, хроническим воспалением и повреждением клеток. Именно поэтому в Японии ее активно используют, и когда видишь данные исследований, это перестает удивлять. Сегодня разберем, чем она выделяется, сколько в ней критически важных нутриентов, как она влияет на углеводный обмен и воспаление, и почему даже сушеная жимолость не пустяк, а продукт, который сохраняет достаточно своих активных соединений. И главное, какую можно получить пользу от этой недооцененной ягоды. Если вы впервые на канале и вам нравится разбираться, где настоящая польза, а где просто яркая обложка, подписывайтесь. Здесь только доказательные разборы, без фантазий и мифов. Теперь к практической части. То, что особенно любят на нашем канале, как именно продукт работает в организме. Основная сила жимолости – это концентрированные полифенолы и антоцианы. Они работают сразу по нескольким направлениям. Например, в экспериментах экстракты ягоды снижали повреждение клеток кожи под действием ультрафиолетового излучения. Это не крем от солнца, конечно, но это реальный биохимический механизм защиты клеточных мембран, ДНК и кератиноцитов. И да, это опять же связано с антоцианами, теми самыми пигментами, которые окрашивают жимолость в густой синий цвет. Но антиоксиданты – это лишь часть истории. Жимолость интересна тем, что сочетает высокую биологическую активность с очень низкой сахарной нагрузкой. В среднем в 100 граммах свежих ягод от 1,5 до 2,5 граммов сахаров. Для тех, кто следит за уровнем глюкозы или склонен к инсулинорезистентности, это редкое сочетание. Продукт сладкий на вкус, но фактически почти не создает нагрузки на обмен веществ. Более того, ее биоактивные соединения участвуют в нормализации метаболизма глюкозы и липидов. Экстракт жимолости, согласно исследованиям, помогал снизить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина и поддерживал работу печени при жировых нарушениях. Понятно, что ни одна ягода не заменяет терапию, но как часть рациона для людей, которым нужно избегать скачков сахара, жимолость – один из наиболее мягких и безопасных вариантов. Чтобы вы понимали разницу, в чернике почти 8, а в малине около 4,5 граммов сахаров. Поэтому жимолость используют даже при диетах с контролем углеводов, не как сладость, а как источник активных соединений. Если говорить о печени, то тут тоже есть важные данные. При неалкогольной жировой болезни экстракты жимолости снижали воспалительный фон, помогали уменьшать отложение жира в тканях и повышали чувствительность к инсулину. Это еще раз показывает, что антиоксидантная активность не абстракция, а реальный фактор поддержки клеток. А теперь практическая польза. Около 40% антиоксидантов жимолости жирорастворимые, и для того, чтобы они работали в полную силу, их нужно сочетать с жирами. Это один из важных моментов, о котором редко говорят. Если вы едите только ягоды, часть активных веществ просто не будет усваиваться. Поэтому оптимальный вариант – добавить жимолость к натуральному йогурту, творогу, овсянке с орехами или к салату на основе зелени и оливкового масла. Такой прием пищи усиливает биодоступность антиоксидантов, а значит и эффект. Если вы пробовали жимолость и не заметили эффекта, скорее всего, дело было именно в этом.
И пока мы продолжаем, если вы хотите видеть больше видео, где мы объясняем такие механизмы простыми словами, присоединяйтесь к спонсорству канала. Это помогает делать независимые научные разборы без привязки к рекламодателям и трендам. Давайте вернемся к ягоде и разберем еще один интересный аспект. Полифенолы и антоцианы жимолости работают не только как антиоксиданты, но и как противовоспалительные агенты. Есть данные и о противовоспалительном действии при офтальмологических патологиях. Экстракты снижали концентрации оксида азота и фактора некроза опухоли. Что это значит для обычного человека? То, что продукты с высоким содержанием полифенолов могут играть роль в регуляции системного воспаления. На практике это значит, что регулярное умеренное употребление ягод может способствовать снижению хронического воспаления. Это не быстрый эффект, но вклад в долгосрочное здоровье ощутимый. И да, раз уж речь о профилактике, напомню, что любые изменения рациона при хронических заболеваниях по возможности стоит обсудить со своим специалистом. Это помогает избежать индивидуальных ошибок. Удивительно, но даже в контексте когнитивных функций жимолость проявляет себя довольно хорошо. Есть данные о том, что экстракт, содержащий около 400 мг антоцианов, улучшал эпизодическую память и снижал артериальное давление. То есть мы говорим не только о коже, сосудах и печени, но и о нервной системе. Конечно, исследования пока ограничены, но направление выглядит обещающим и логичным, учитывая роль окислительного стресса в старении мозга. Теперь короткое, но важное наблюдение, которое помогает выбирать ягоды. Полифенолы концентрируются в кожице. Чем ягода больше и темнее, тем выше концентрация активных соединений. А если ягода слегка перезрела, это тоже плюс. В ней еще больше антоцианов. И если вам нравится разбираться в таких деталях и выбирать оздоравливающие продукты осознанно, напишите об этом в комментариях. Мы ориентируемся на вашу обратную связь, чтобы строить новые выпуски. Теперь о том, чего жимолости не стоит приписывать. Это значимые источники минералов. В 1 килограмме ягод действительно есть магний, кальций и калий, но даже килограмм не покрывает суточную норму полноценно. Поэтому если вы хотите закрывать потребности в минералах, опирайтесь на бобовые, овощи, картофель, зелень, орехи. В них плотность микронутриентов выше. Жимолость в этом плане – приятный бонус, но не фундамент рациона. Но даже с этим ограничением ее польза остается высокой. Благодаря высокой концентрации полифенолов жимолость оказывает влияние на микробиоту кишечника. В исследованиях экстракты способствовали снижению воспаления и улучшению состояния при дисбактериозе. Это направление активно изучается, но уже сейчас понятно. Фенольные соединения жимолости помогают поддерживать здоровый состав микробиоты и подавлять развитие нежелательных бактерий. Если вы хотите, чтобы подобные научные видео появлялись чаще, оставьте комментарий. Это помогает нам понимать, какие темы важны зрителям. Отдельно стоит упомянуть влияние жимолости на липидный профиль. Когда питание не сбалансированное, жимолость помогает организму лучше управлять жировым обменом. Поэтому она может быть интересна людям, которые следят за уровнем холестерина и пытаются стабилизировать вес. Особенно учитывая, что энергетическая плотность у нее минимальная, а питательная отдача высокая. Теперь несколько слов о сушеной жимолости. Да, при сушке витамин С почти полностью разрушается. Это подтвержденные данные. Зато полифенолы, которые дают основной антиоксидантный эффект, сохраняются значительно лучше. Они куда стабильнее витамина С, поэтому сушеную жимолость можно рассматривать как источник антиоксидантов, но точно не как источник витамина С. И если выбирать между сушеной и замороженной, то заморозка выигрывает. При заморозке теряется примерно треть витамина С, и большая часть стабильных полифенольных соединений сохраняется. Это самый удачный способ заготовки, если важна не только вкусовая часть, но и польза. А еще жимолость можно посадить у себя в саду, чтобы всегда иметь под рукой свежие ягоды. Важно упомянуть и предостережения. Людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с высокой чувствительностью к фруктовым кислотам, жимолость стоит вводить осторожно. А если есть серьезные нарушения углеводного обмена, даже низкий сахар ягод не гарантирует, что можно есть их без ограничений. Но в рамках безопасного употребления жимолость может стать действительно полезной поддержкой. Она не перегружает сахаром, обладает сильной антиоксидантной активностью и работает в тех направлениях здоровья, которые чаще всего беспокоят. Это делает ягоду хорошим дополнением к рациону.
не заменой терапии, а частью грамотного питания. Если вам важны разборы, где мы объясняем такие механизмы простыми словами, вы можете поддержать канал, став спонсором. Благодаря спонсорам мы можем продолжать выпускать такие разборы и продвигать доказательный подход. Если подвести итог, то жимолость выделяется не одним свойством, а комбинацией. Главная причина, по которой эта ягода заслуживает внимания, необычно высокая концентрация стабильных полифенолов. Антиоксидантная активность, превосходящая многие привычные ягоды. Очень низкий сахарный профиль. Потенциал в поддержке сердца, сосудов, печени, обмена веществ, реакции на ультрафиолет и воспалительные процессы. И все это в продукте, который многие даже не рассматривают всерьез. Добавляйте ее для антиоксидантной поддержки в салатах, в йогуртах, в кашах, в холодных блюдах. Сочетайте с жирами, чтобы улучшить усвоение. И выбирайте свежую или замороженную, если вам важен витамин С. Если видео оказалось полезным, поделитесь им. На удивление, многие даже не знают о жимолости, хотя в исследованиях она показывает результат, которого не ждешь от обычной садовой ягоды. Поддерживайте канал, и мы продолжим разбирать продукты так же честно и глубоко. И напоследок. Вносить изменения в рацион стоит осознанно, особенно при наличии хронических заболеваний. Информация в этом видео не заменяет консультацию врача, но помогает понимать, какие продукты действительно могут приносить пользу и как использовать их правильно. Будьте здоровы!